Друзья, всем привет! Ровно месяц назад, 13 сентября, а сегодня у нас 13 октября, вот эти вот две орхидеи мы стимулировали для роста корней и для того, чтобы они начали цвести. У нас называлось видео «Орхидеи из тряпочного состояния в упругих красоток. Стимуляция роста корней орхидей». Вот так называлось видео. Я сейчас вставлю кадры месячной давности того видео, которое 13 сентября на нашем канале вышло. Ссылку еще оставлю в верхнем правом углу на это видео. Можно будет подробно посмотреть, как мы готовили наш энерджайзер, энергетический стимулятор, улучшающий, ускоряющий обмен веществ и дающий такой пинок орхидеям для роста корней, для роста листьев, для выпуска цветоносов, стимуляции к цветению. И можно посмотреть, оценить, вот я сейчас кадры вставлю месячной давности из того видео. Вот посмотрите. Беру и мы это все дело опрыскиваем. Самое главное, что нужно опрыскивать со всех сторон, чтобы раствор попадал и с нижней части орхидеи. Все, вот одна орхидеечка у нас, отставляю ее. И теперь нашу вот эту, скажем, морщинистую нашу орхидейку сейчас опрыскаю. Но она намного выглядит лучше, чем в тот момент, когда мы с вами их обнаружили. Видео есть на канале, когда я только-только зашел и прям снимаю и показываю вам эти орхидеи, в каком они состоянии были, стояли в летней кухне. Есть у нас плейлист на канале, который так и называется: «Орхидеи с юга. Адаптация после теплового удара, после теплового стресса». И вот спустя месяц можно уже подвести своеобразный такой промежуточный итог и посмотреть вот на этих двух красоток, как они себя чувствуют. Но прежде хочу напомнить, что это именно те орхидеи, которые я летом этого года оставил без присмотра не на один месяц, на несколько недель, без полива, без присмотра, практически под открытым небом в своем доме на юге, когда их выставил в летнюю кухню, когда меняли окна в доме, и там их забыл, эти орхидеи. И вот они стояли несколько недель в жару, получили максимальный стресс. Одна из этих орхидей превратилась прям совсем в тряпочки, знаете, такие как листья у этой орхидеи были похожи, как, знаете, на намоченные тряпочки, висели как уши спаниеля через борта, через бортики горшка, в который они были посажены. Вторая орхидея тоже была, за счет, благодаря того, что она немножко другого сорта, покрепче, помесистее у нее листья, а у нее просто был потерян тургор. И вот спустя, друзья, эти все месяцы мы не только вернули к жизни эти орхидеи, но и благодаря нашим процедурам, которые мы проделали с этими орхидеями, мы вот сегодня подведем такой своеобразный предитог. Не промежуточный, а уже ближе к концу. Потому что то, что мы от них добивались, мы в принципе уже получили. Давайте поближе посмотрим на них. Так, друзья, начнем сразу обзор с первой орхидеи, самый сложный, который был хуже всего. У нее вот эти вот листья, они прям вот висели, страшно было на нее смотреть. Вот сегодня, значит, по результату можно взглянуть на эти листья, вот я вам продемонстрирую специально по ним вот так вот щелкаю, чтобы вы понимали, что они стали, как, знаете, не как картонные, а как пластиковые. То есть они такие твердые, такие прям упругие. Еще немножко сохранилась вот такая помятость. Но это скорее, знаете,
от отеков после того, как мы ее отпаивали, когда она засохла, а потом мы ее отпаивали. Но не это главное. А главное то, что ровно месяц назад мы применяли на этих орхидеях такой наш с вами энергетический стимулятор, который ускоряет обмен веществ и запускает у орхидей такой жизненно важный процесс, увеличивает, улучшает фотосинтез, обмен веществ и все остальное. И вот за этот месяц, друзья, посмотрите, как наросли корни. Сравните с теми кадрами, которые я сейчас в начале видео показывал. Посмотрите по ссылке то видео, в котором мы обрабатываем орхидеи эти. Вот этого всего у этой орхидеи не было. То есть это вот буквально за месяц наросло. Буквально за месяц наросло после применения нашего энерджайзера. И я грешным делом думал, что у нее вот это вот лезет цветоносик. Буквально несколько дней назад смотрел, но это лезет, по всей вероятности, еще очередной корень. Вот. Хотя вот корень лезет из того места, где обычно у орхидей появляются цветоносы. Но, друзья, посмотрим. Еще рано говорить. В общем, после применения энергетического стимулятора, энерджайзера, который мы называем энерджайзер для орхидей, у нас есть отдельный плейлист на канале. Это видео тоже будет в этом плейлисте. У нас один плейлист именно по этим орхидеям. Орхидеи с юга называются, да, адаптация, реанимация и все такое прочее. То есть орхидеи с юга, там собраны все видео по возвращению к жизни вот этих вот орхидей. А другой плейлист, который называется энерджайзер, энергетический стимулятор для орхидей, энерджайзер, там собраны все видео, начиная с первых видео в этом плейлисте, где я показываю, как готовим мы этот стимулятор, энерджайзер, и второе видео, как его и применять. Как его применять, на каких орхидеях, как его применять. То есть все подробно в нем рассказываю. Вот сейчас туда выкладываю видео по просьбе зрителей о результатах применения. Вот, друзья, орхидеи спустя ровно месяц после применения. Значит, одна и вторая. Со второй, друзья, у нас, значит, ну, понятно, листик растет, все по корням. По корням у нас только-только пошли движения, вот они, видно, корни пошли в рост. Но самое главное, друзья, это то, что орхидея собирается зацвести. Это у нас, кстати, орхидея ассоциация под номером 150. Эту орхидею, вот, кстати, корень у нее, вот он, видите, лезет. Вон он, я не буду поднимать вот этот кусочек, потому что наверняка он своими ризоидами, корешок прилепился вот к этому кусочку. В общем, просыпается после применения и корни, и листья, и, самое главное, цветонос. То есть, вот, пожалуйста, результат применения цукцината аммония, так называется у химиков, да, или у кого там. Это средство, цукцинат аммония, либо аммонийная соль янтарной кислоты, которая получается при смешивании нашатырного спирта и янтарной кислоты при смешивании в воде. Да, когда мы в воду в определенных дозах добавляем, и при смешивании эти препараты в результате химической реакции образуют аммонийную соль. И вот эта аммонийная соль и является таким неким стимулятором, энергетическим именно стимулятором, потому что она именно дает энергию орхидеям, усиливает, улучшает обмен веществ. И вот такой вот результат. Ну, конечно, друзья, чудес не бывает, все вкупе. Еще раз хочу подчеркнуть, что нету той одной какой-то волшебной палочки, если вдруг вы орхидею в неправильных условиях содержите, да, то есть неправильной там температуры, неправильные полив, неправильное там освещение, да, то никакие стимуляторы, никакие волшебные палочки какие-то, они эффекта
хорошего иметь не будут. Лишь, может быть, как-то, знаете, на короткий промежуток. Поэтому все должно быть вкупе. Чтобы орхидеи выдавали хороший результат, нужно их за ними правильно и ухаживать. У нас об уходе за орхидеями тысячи видео, свыше 1000 видео на канале, в несколько десятков разложены плейлистов на канале в разделе плейлистов на разные темы. И все видеоответы имеются на абсолютно все вопросы, связанные по уходу вот за орхидеями фаленопсисами. Все можно найти, друзья. Вот, в общем, вот такой вот у нас уже, скажем, предварительный итог вот этих двух орхидей. Пока мы одну вот эту вот оставляем еще орхидею, будем за ней наблюдать, а вот эту, которая запустила цветонос, мы вот ее уже в октябрьском розыгрыше разыгрываем. Она у нас под номером 150, это орхидея ассоциация, абсолютная копия орхидеи Red Lip, первой моей орхидеи, которая появилась у меня в начале нулевых, в 2003 году появилась. Вот через год уже, кстати, будет уже как 20 лет я увлекаюсь орхидеями. Да. Вот, через полгода даже. Вот такая вот, друзья, орхидеечка. Вот. Кто, кстати, не принимает еще участие в наших ежемесячных розыгрышах орхидей на канале, которые проходят каждую последнюю субботу месяца в прямом эфире, присоединяйтесь. Ссылочки в описании под этим видео. Становитесь участником розыгрышей. И мы сейчас даже в прямом эфире среди тех, кто участвует в прямом эфире, прямо в прямом эфире разыгрываем орхидею. Среди тех, кто находится сразу в прямом эфире, выходит и следит за розыгрышем, в течение которого мы разыгрываем почти 1,5 десятка орхидей. Все, друзья, вот такой вот у нас итог с южными орхидеями. Вот, процесс идет, будем наблюдать за ними дальше. Вот, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.